Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вот и пришло то время, когда я хочу с вами поговорить, поболтать, рассказать все, что было, и ответить на те вопросы, которых многих волновало. Первый из них: собираюсь ли я возвращаться в Польшу. Да, у нас стоит это в планах, но сейчас очень много дел. Это надо сделать документы детям. Вы должны тоже понимать, что 6 детей — это не так легко, как бы казалось. Всем нужно подготовить документы, получить загранпаспорта, всем получить визу, разрешение на обучение и тому подобное. Так как у меня 3 школьника, 1 студент и 2 садовских ребенка, поэтому у нас такие вот есть некоторые вопросы. Не трудности, нет, вопросы. Главная причина — это жилье, которое нужно снять. Не все могут сдать на такую большую семью, на 8 человек, свое жилье, квартиру или дом. Соответственно, дом будет очень дорого стоить, квартира не все согласятся. Тут поэтому надо будет мониторить, смотреть, думать, искать, заводиться еще дополнительно какими-то знакомыми, которые бы могли бы нам в этом помочь. Работа. С работой, я так думаю, что не будет никаких проблем, потому что я не только швея, но у меня еще очень много других есть профессий, по которым я могу работать. А также я бы хотела, наверное, специализироваться в своем собственном бизнесе. Все-таки быть самостоятельным, независимым — это круче, чем работать на кого-то. Также нужно определиться со школами, какие мы школы хотим, с каким уклоном, какие языки должны изучаться, какие там должны быть дополнительные занятия и тому подобное. То есть с этими вопросами тоже нужно разобраться, посмотреть и подумать. Еще огромным таким, не то что минусом, но таким пунктиком в нашем выборе это стоит медицина, которая в Польше, я не скажу, что она на плохом уровне, но добраться или записаться — это очень тяжело. Это не есть в свободном доступе, то есть пришел, взял карточку и пришел на прием к врачу. Это предварительная запись. Иногда она бывает и через 2 дня, бывает через месяц, и иногда затягивается на года. Эта проблема всем известна, не только мы. Но, а так как тоже, опять же, опираемся на детей, это бывает очень сложно. Конечно, сравнивать уровень жизни в Украине и в Польше — это даже не имеет смысла. Я уже говорила, у меня есть уже видео по этому. Так что здесь сравнивать нечего. Мы уже были, проходили, видели, пробовали. Здесь, я думаю, ответ уже очевиден. Ну и что касается основного того, что останавливало меня так быстро обратно вернуться, это, конечно же, язык. Столкнулась я с ним в Польше не понаслышке и не по онлайн, да, или, как говорится, а воочию, прощупав. И первично это не только у меня, и у многих польский язык режет слух. Мы привыкли к русскому, к украинскому языку. Он более мягкий, более звучащий. Польский, он более такой жесткий, шипящий, и к нему нужно привыкнуть. Находясь там, было мне очень тяжело его не только учить, но и слушать, и воспринимать его. Прошло некоторое время, теперь я включаю видео на польском языке, и мне оно абсолютно не режет слух. Мне воспринимается очень классно. Спасибо огромное тем, кто мне присылал учебники, они очень мне помогают, а также я записалась на онлайн-курс на 2 месяца, уже мне не удастся никуда сбежать, я все-таки буду его учить, потому что где бы я ни была, в Украине, в Польше или в Америке, в огороде или с коровой, я всегда могу открыть онлайн-курс, выучить язык, при том, что я взяла с куратором, и они с меня не слезут, пока я не сдам им уроки, не отвечу на их вопросы, не выполню задания и не пройду контрольные работы. Так что вот такие вот у нас планы, действия. И у нас есть некоторые новости, которые нас подвигают к тому, что будем мы двигаться в направлении Польши. Также мы ждем еще новых законов, которые будут вступать с Нового года.
И я думаю, что они будут нам, для иммигрантов, более лояльные и хорошие. Поэтому я так думаю, что все идет своим чередом, не надо никуда спешить, всему свое время. И все, если мы очень хотим, все это обязательно получится. Я даже не переживаю. Насчет того, что боимся ли мы переезжать, нет. Если мы найдем в ближайшее время жилье для съема, я думаю, с визами у нас не будет проблем. Что касается прививки, я так понимаю, что можно будет сделать тест на ковид, при том, что я уже ковидом переболела. У меня должны быть антитела, надо сдать анализы, посмотреть на это все. Так что я думаю, что не будет в этом вопросе. Ну, а вопрос, переезжаю ли я с мужем или нет, здесь стоит большой, огромный вопрос, потому что есть у него сомнения, хочет он переезжать или не хочет. У меня есть мнение моих детей и мое, и так что я думаю, что если он захочет, пожалуйста, всегда. Если нет, ну, нет и нет. Значит, будем ехать сами и будем сами с этим решать. Еще один такой открытый у меня вопрос остался. Это водительские мои права. В Украине мне оказалось их сложно получить, так как они у меня российские, просроченные. И теперь мне нужно переучиваться, по-новому сдать, несмотря на то, что у меня 15-летний водительский стаж. Вот. И получается, что по-новому учиться, а это займет 3 месяца, если мы не найдем какие-то другие пути решения этого вопроса. Обязательно в Польше без водительских прав, без автомобиля, вы знаете, с таким количеством детей не имеет смысла вообще пребывать, потому что все пешком, и это не есть хорошо, при том, что и у меня бы, конечно, проживание в большом городе не очень хотелось бы какой-то поселок, а может даже и деревню, так что будем думать, смотреть, выбирать школы, деревни, место проживания, где бы мы хотели жить. И что касается горной местности, тут у меня уже, наверное, есть сомнения, уже, наверное, не так хочу в горную местность. Лучше, конечно же, поехать туда отдохнуть, покататься на лыжах, порелаксировать, наверное, не жить. Все-таки горная местность, она дает отпечаток и на здоровье, на давление, на все. Уже я девушка не молодая, мне в этом месяце уже будет 39 лет. И я так думаю, что хотелось бы, конечно, что-то такое равнинное. Кстати, Быдгощ я уже тоже не откидываю из моего списка места проживания. Очень даже хороший город. Маленький, компактный, очень мобильный. Так что Быдгощ это как вариант. Я уже там была. И если мы все-таки вернемся в Быдгощ, то я, естественно, восстановлюсь в своей полициальной школе и продолжу там учиться. На работу швеей вернусь ли я? Наверное, уже на эту фабрику нет, а хотелось бы на какой-то другой вид пошива одежды, постельного. И, надо это все мониторить, это надо все смотреть. А если у вас есть какие-то примеры, возможности, варианты, я бы очень была бы вам благодарна пересмотреть, передумать, взвесить все за и против, почему нет варианты, есть варианты. Поэтому всем спасибо огромное, не забываем подписываться. Многие отписались от меня, многие отписались, видимо, обиделись, что ли, что долго не было. Так, значит, надо было выдержать паузу, восстановиться силами. Теперь у меня другие есть такие вот моменты, которые я передумала. И я теперь с вами, я думаю, надолго. Не то, что думаю, я знаю, потому что я сейчас учусь в школе Best YouTubers для продвижения своего канала. Это будет дополнительная копеечка в наш бюджет. И даже переехав в Польшу, пока мы будем на обсервации или там еще какие-то моменты будут, у нас будет какая-то денежка капать. Так что, кто смотрит, не пропускаем рекламы, подписываемся, пишем комментарии, задаем вопросы. Теперь я буду всегда на связи, всегда отвечать. И пропадать уже, обещаю, не буду. Всем пока. Люблю, целую, мои любимые, моя группа поддержки, которая всегда со мной, мои польские друзья, подруги, товарищи. Я просто вас обожаю. Спасибо огромное. И до новых встреч. Пока-пока на моем канале. С вами была 5D Мама. Люблю вас, целую. Пока-пока.